привет! Я вас не заметила. Уже пора, да? Да, но, блин, там еще не все архивы спецслужб подняты, и вообще там Новый год был, и Муна, и все навалилось. Окей, да, уже пора, поняла, приняла, так бы сразу и сказали. В общем, привет всем манулам и манулянам, и, пожалуй, начнем с классического блока извинений о задержке ролика. Каминасай. Или нет? Ибо что ты мне сделаешь, я в другом городе, и вообще за мат извини. Но если серьезно, я не ожидала такой взрывной реакции, которую вы вызвали под первым роликом о Hololive. Спасибо за уже 10к лайков под ним. И я думаю, что действительно настал час вам узнать мое скромное имхо во второй и, возможно, даже заключительной части видео об одной из самых ярких и процветающих компаний витубинг направленностей – о Hololive. Как вы уже знаете, в предыдущем видео я постаралась коротко рассказать вам о витубинге, о ключевых фигурах и, конечно, об основных поколениях Hololive. Поэтому, если вы наткнулись на текущий ролик впервые, то я рекомендую хотя бы пролистать первую часть. Ссылка в подсказке и в описании. Я серьезно, вам стоит заценить. Иначе вы просто ничего не поймете тут. Камон, я рассказываю там о 33 топовых девочках. Вы должны это увидеть. Вы уже посмотрели? Ну да ладно. Но прежде чем мы погрузимся вот в это, я бы хотела сделать ремарку к первому ролику о Аске и о дивах пятого поколения, так как на момент монтажа первого видео о них не было известно так много, а Аски, несмотря на ее музыкальную направленность, технически все же является участником нулевого поколения. И да, на тот момент я не могла рассказать вам о Гуре, хотя бы потому, что во время ее дебюта большая часть моего видео уже была смонтирована. Но вот сегодня вы увидите... Но не торопитесь, давайте вспомним об Аске. Несмотря на ее преимущественно музыкальную направленность, она является старожилом Hololive, и помимо нулевого поколения также входит в Инанака Music, в которой является единственным участником после ухода оттуда Хошимати Суисей. Я настоятельно рекомендую заценить как старые песни Аски, так и новые с новой преображенной внешностью. Окей, нулевое, первое, второе, геймеры, третье, четвертое поколение, теперь вы знаете о них. Но что там с пятым? Когда я снимала первый ролик, о них было известно достаточно немного, но что мы знаем теперь? Юкихана Лами. Лами все еще невинный и чистый по натуре снежный эльф с мягким голосом и характером. Скорее всего, она самая настоящая Сейса из всего Hololive. То есть, почти... Поскольку иногда во время разговорных стримов любит выпить, чем заработала репутацию самой многопьющей в Hololive. Это позволяет ей расслабиться и в обстановке других почувствовать себя комфортно, но несмотря на свою мягкость, может и самоутвердиться и поддразнить друзей, хотя со всеми общается заботливо, мягко и дружелюбно. Из всех участников наиболее хорошо общается с ботом. Момо Сузунене. Можно было бы назвать ее Сейсо, только ее характер более активный и бодрый, чем у Лами. Любит пофлиртовать с другими участниками, мило реагирует на выигрыши и проигрыши в играх. Она любит шутить и веселиться. Не стесняется вопроса «будешь ли моей вайфу?», потому что она всегда согласится пополнить коллекцию своих мужей, но с недавних пор новых жен. Она частенько говорит на английском и испанском, что привлекает иностранную аудиторию. Она любит петь, танцевать и умеет рисовать. Шиши Работан. Она и правда белый лев по натуре. Спокойная уверенность с долей меланхолии, внушающая большую силу внутри, и взгляд сверху на всех это подчеркивает. Она кажется временами беззаботной и флегматичной, но на деле любит структуру и организованность. На совместных стримах Ботан, как правило, доминирует, отлично играет в онлайн-шутеры. В такие моменты она по-настоящему оживает. Видимо, сказывается ее взросление в бандитском городе. Умеет обращаться с ПК, собирать компы, ее хобби. К тому же она сама монтирует многие из своих роликов, в частности свое дебютное видео и нарезки по шутерам. Вот уж правда, ее дебютная фраза «Go big or go home» очень хорошо характеризует ее подход к своему делу. Ботан очень понравилась русскоязычному комьюнити и даже научилась паре русских фраз благодаря играм. Теперь у нее даже русские правила чата на стриме. Омару Полька.
непредсказуемый приколист-циркач Феник. Любит щитпостить на канале короткие странные видосы и дурачиться с другими участниками Хололайва. Когда у бота на дебюте ждали более низкий и глубокий голос, который бы соответствовал ее внешности, у Польки же ожидали более высокие и задиристые, и ожидания разрушились и там, и там. Хоть Полька и отлично умеет искажать голоса от низкого к высокому детскому, обычно на стримах большую часть она говорит более спокойным. На своем 3D-дебюте она была на цирковой сцене и выполняла цирковые трюки, что смотрелось довольно эффектно. Любит проводить песенные стримы, где как раз проявляет разные возможности тембра своего голоса. Не очень любит играть в игры, но если играет, то в основном в простые казуальные. Окей. Кажется, теперь мы уже наверняка закрыли вопрос об основных поколениях Хололайва и можем наконец переключиться на Hololive Индонезия, разумеется. Так что, саламат датанг! Итак, Hololive Индонезия появился в 2020 году почти на полгода раньше, чем Hololive Энк, и на данный момент представляет из себя два поколения с 6 девами. Как правило, многие из них умеют говорить не только на индонезийском, но и на английском и даже японском, так что это будет точно интересно. Аюнда Рису. Первое поколение начало свой путь с Рису. Рису – милая белочка с приятным необычным голосом, но также у нее огромный диапазон и возможности использования своего тембра, поэтому она настолько крута в озвучке, будто вы слышите разных людей. Она легко может пародировать разных участников Hololive, например, как в коллабе с Короной имитировала голос Окаю. Мне также очень нравится, как она рассудительно выражает свои мысли и позиции на сложные темы. Муна Хошинова. К Муне у меня особые теплые чувства. В конце концов, она является первым человеком, с кем я провела коллаб целиком на английском. Обязательно зацените эти стримы. Но нам нужно абстрагироваться и быть непредвзятыми, так что... Муна – богиня с Луны и бывшая модель в одном лице. У нее есть две личности. Муна – это обычная девушка, а Хошинова – дух богини с Луны, которая говорит более низким и величественным голосом и внушает другим страх своей уверенностью. Хошинова приходит довольно редко, так что бояться нечего. Она очень любит петь и танцевать, поэтому мечтает о своей 3D-модельке, чтобы воплощать идеи. У нее прекрасный смех волшебного дельфина. Также из-за интереса Муны к другим культурам ее часто называют Worldwide Муна. Она также проявляет интерес к русской аудитории и знает несколько фраз на русском. Муна очень хороша в Майнкрафте, любит в него играть и создавать красивые постройки. Часто она появлялась на стримах у различных участников Хололайва, помогала им строить и дарила подарки, что создало мем Муна NPC. Айрани Йофифтин. Йофи – художник с другой планеты, который хочет узнать побольше о Земле. Не зря она умеет говорить на многих языках, поэтому даже проводит различные стримы, где учит зрителей разным языкам или когда учит новый сама. Она отлично умеет рисовать и проводит рисовательные стримы, как одиночные, так и совместные. Обычно не любит играть в другие игры, кроме гачи-игр и ритм-игр, но выходит из зоны комфорта ради совместных стримов. Общается она очень дружелюбно и оживленно, так же как и Рису открыто выражает свои мысли и чувства. Любит общаться с чатом и прислушиваться к их мнению, когда дело доходит до следующей темы стрима. Сори, какие-то акульи неполадки сегодня. В общем, второе поколение Hololive ID появилось не так давно, и первой дивой, которая его открыла, стала Курэйджи Олли. Яркая, хаотичная, энергичная и безумная в своих шутках зомби-школьница. Она приятно шумная и этим умеет приковывать к себе внимание. Она хорошо знает мемы, сленги и культуру интернета. Это энергия, за которой приятно наблюдать. У нее есть один грешок. Она флиртует постоянно со всеми подряд и хочет собрать себя гарем из всех участников Хололайва. Ведет себя так, будто она их безумная фанатка, поэтому не боится называть себя симпом по отношению к ним. Запрещенная во всемирном ютубинге организация. Аня Мельфиса. Аня — это оружие, которое обрело человеческую форму благодаря ритуалу. На вид она рассудительная и немного апатичная лоли, тихая и необщительная, но при этом на стримах с аудиторией умеет шутить и выражать эмоции. Пока что она менее всех из нового Хололайва идет на контакт с сэмпаями и не очень умеет отстаивать свою точку зрения. Если ее задели, лучше промолчит и уступит. Она говорила, что боится толпы и неприятные взгляды людей. Но уже сейчас фаны стали замечать яндеры-нотки в ее мыслях и в хоррор-играх, в которых она не боится. Такой вот тихий омут. Паволия Рейне.
Девушку-павлина любят за спокойствие и элегантность, конечно же. Но при случае она может эмоционально реагировать, паниковать и хаотично себя вести, когда у нее начинает что-то не получаться. Она попала из своего мира в мир людей, поэтому потеряла возможность пользоваться магией. Она хорошо общается с новым поколением Индонезии, Саней и Олли. И как вы можете заметить, на этом моменте заканчивается текущая история о Hololive Индонезия, но мы совершенно не знаем, что будет в будущем. И я с таким же нетерпением, как и вы, буду ждать следующего поколения и 3D-дебютов. Господин Яко, после такого отчупенного трека от Муна вы просто обязаны сделать это в 3D. Так что таримакасин и... Черт, простите! Вы знаете, приближаясь к самому центру черной дыры, все системы начинают сходить с ума. Так что давайте поскорее перейдем к следующему разделу Hololive, а не то этот маневр будет стоить нам 51 год. Наверняка многие из вас знакомы с этой ветвью Hololive, или как минимум с одним ее участником уж точно. Поэтому, возможно, многие уже в курсе. Но для тех, кто нет, могу сказать, что Hololive Inc. появился как раз в тот момент, когда я делала первый ролик о японском Hololive, то есть 12 сентября с дебюта Мори Каллиопе. Все участники, разумеется, говорят по-английски, отчасти по-японски и в последнее время довольно часто по-русски. Блядь. На данный момент в Holo Inc. всего одно поколение, и у него даже есть название – Миф. Но прямо сейчас, на момент монтажа этого видео, идет набор во второе, так что можете попытать удачу, если у вас хороший английский. Окей, давайте начнем с первой дивы Holo Inc. Мори Каллиопе. Это девушка-жнец, которая заберет ваши души. На мой взгляд, она самая контрастирующая личность из всего Hololive. Из-за ее резкого, низкого, серьезного голоса и поведения. Она любит петь рэп и хардкор, чем удивила большинство фанов. Да не просто каверы, а строки своего авторства, в которые она вкладывает посыл, который может даже кого-то задеть. Ее характер очень смелый, прямолинейный, напористый и непоколебимый. Она стоит на своем и придерживается своих взглядов, даже если для кого-то они звучат очень грубо. По характеру она больше цундере и не хочет выражать свои чувства и говорить о них напрямую. Романтика ее очень смущает. Она считает, что чтобы чего-то добиться, надо усердно работать и не сдаваться. Так, она же Киара. Киара – девушка-феникс, которая мечтает стать владельцем фастфудной, энергичная, веселая и хаотичная девушка, которая любит шутить, хотя внутри скрывается стеснительность. Иногда она забывчивая и невнимательная, и у нее легко теряется внимание, когда дается большой выбор решений. Неумолимо флиртует с Мори, несмотря на каменную стену из чувств. На первый взгляд она кажется глуповатой и развратной, но на стримах проявляет себя как отзывчивую, открытую и мудрую в выражениях мыслей. Не боится перегорать от тяжелой работы, так как она все равно возродится из пепла как феникс. Очень удобно. Ниномая Инанис. Инна – девушка с лавкрафтовскими тентаклями, как ее порой называют фанаты, которую она получила, прочитав странную книгу. Многие задаются вопросом, как они устроены, но для нее это обыденность. У Инны самые человые стримы, несмотря на ее внешность и жутковатую особенность. Она скромная, тихая, милая, и у нее очень нежный, спокойный голос. Она прекрасно рисует и часто проводит рисовательные стримы. Также придумала и нарисовала всем из Holo N талисманов. Инна дружелюбна ко всем и легка в общении, хотя при всем этом она любит шутить сухарями и каламбурами. Умеет играть на музыкальных инструментах и готова учиться новому. У нее большой круг интересов в играх, манге, аниме и музыке. О бой, Гавергура. Девочка-акула из Атлантиды, взорвавшая топы ютуберов по подписчикам, молниеносно устремившись на первое место. Сейчас она на втором месте после Кизуны Ай. Вероятно, это из-за ее хорошей гидродинамичности. Акулей. Ну вы поняли, да? О Гури можно говорить много, так как у вас наверняка найдется множество причин, почему она так всем понравилась. У нее приятный характер, она не стесняется в выражении своих мыслей, даже если они временами глупые. Она любит вбрасывать дурацкие грязные шутейки, играться со словами и издавать забавные звуки. На ее стримах чувствуешь себя как со своим человеком, который и лучший друг, и дуреха сестра, и вайфу в одном лице. Она любит мемы, рофлит над ситуацией и над собой в частности, создавая мемы
мемные моменты, годные для нарезочек. Умеет общаться с аудиторией и удерживать внимание. Также она прекрасно поет и умеет играть на укулеле. У нее своеобразный, уникальный, но нежный и мягкий голос. Недавно она показала свои проумения в ритм-играх. Гура по какой-то причине часто пишет слова на английском с ошибками. Наверное, по той же причине, почему и часто произносит их неправильно. Все это только прибавляет очарования. Это как мемы с ошибками в словах. Папуги, чипсики, кошка. Ну и вы поняли, к чему я. Поехали дальше. Ватсон Амелия. Амелия – детектив. На первый взгляд очень спокойная, милая и умиротворяющая девушка. Она так же, как и Гура, не стесняется глуповатых шутеек. Но Ами на самом деле не так проста, как кажется на первый взгляд. За ее нежной милотой вы найдете подразнивание других участников холла. Иногда она ведет себя в режиме гремлина жадно, гордо и пытаясь кого-то как-то обхитрить и потроллить. И самое заметное в этом режиме гремлина – очень нарочитый флирт и пошлые грязные шутейки с другими участниками. В Твиттере, на совместных стримах, в чате трансляций других участников. Но самое приятное в ее личности то, что она умело все это комбинирует и соблюдает баланс. Так что каждой реакции найдется подходящее для этого момента время. Также она очень увлекается морскими созданиями и подводным миром, поэтому любит об этом поговорить. А еще она часто делится своими детскими историями на стримах, умеет играть на укулеле и часто икает. Аме, бро! Так что так, доктор Ватсон, боюсь, на этом наше затянувшееся расследование подошло к своему логичному концу. За всем этим стоит уже до боли нам знакомый по мемасикам человек с незамысловатым именем Ягу. Вернее, фамилией. Вернее, его зовут Мотуаки Таниго, а Ягу — это его фамилия Танига, которую как-то раз неправильно произнесла Робока-сан. Дело раскрыто! Теперь вы знаете почти о всех ветвях Хололайва. Постановляю вам прожать лайк под этим видео и выбить весь красный из кнопки подписаться. Спасибо, что ждали этот видос, спрашивали и писали о нем. Любая ваша активность очень приятна. Но на моих плечах осталась также последняя ветвь Хололайва – Hollow Stars. Она полностью о мальчиках. И, конечно, в этом году будет дебют второго поколения Hollow Энг, вы ведь не забыли? Так что, если вам интересна эта тема, по старой схеме, го добьем 10к лайков под этим видео, и вы непременно увидите заключительную серию. Или, может, вам интересно будет узнать о Ниджи Санджи или других крупных агентствах. Короче, пишите и выбивайте комменты в топы, так как проще видеть. А я буду с вами прощаться. Еще раз спасибо, что досмотрели до конца. Сердечко всем моим спонсорам, донатерам и манулятам. Увидимся через 51 год. Оуки!